여러분, 안녕하십니까? 저는 김денис입니다. 오늘 우리는 김치볶음밥을 만들고요. Друзья, как вы уже поняли из названия, сегодня мы с вами готовим популярное корейское блюдо из кимчи и риса. Ну а с вами Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Итак, сегодня мы с вами готовим кимчи-покымпап, то есть жареный рис кимчи. Это очень популярное блюдо, часто его можно встретить в корейской массовой культуре, а именно в комиксах, в музыкальных клипах, в дорамах. Главными ингредиентами в этом блюде выступают кимчи и рис, что очень символично, потому как без них очень сложно представить трапезу за корейским столом. В общем, рецепт простой, ингредиенты вы все сможете достать в ближайшем магазине, кроме, наверное, кимчи. Но рецепт кимчи у меня уже есть на канале, поэтому ознакомьтесь и приготовьте. На экране представлены все необходимые ингредиенты. Ставим видео на паузу, делаем скриншот и идем в магазин. Также этот список есть и в описании под роликом. Готовим на 2 порции. Итак, начинаем с главного ингредиента – с кимчи. Его аккуратно выкладываем на доску и режем поперек на небольшие кусочки, шириной примерно 1 см. Можете нарезать мельче или наоборот крупнее, на ваш вкус. Также измельчить кимчи можно при помощи кухонных ножниц. Это очень удобно. Следующий нарежем ветчину. С ней все просто. Рекомендую нарезать на пластины, а потом на небольшие кусочки. Я обычно нарезаю ветчину такой же формой, что и кимчи. Вместо ветчины, кстати, в это блюдо отлично подойдет бекон. Далее нарежем репчатый лук. Его разрезаем пополам, а потом режем на очень маленькие кубики. Зеленый лук просто мелко шинкуем. Можете, кстати, взять лук-порей, он по вкусу более мягкий. Чеснок просто измельчаем. Можете сделать это с помощью ножа, а можете воспользоваться чеснокодавкой. Друзья, перед тем, как мы начнем жарить, очень важный момент. Рис для этого блюда нужен отварной, и желательно тот, который сварили вчера и не доели, то есть так называемый вчерашний рис. Если вы будете использовать свежесваренный рис, у вас ничего не получится, у вас получится каша. Также, если у вас нет дома кухонных весов, то исходите всегда из пропорции, что на 1 чашку риса вам нужна 1 чашка кимчи, не меньше. Теперь, когда все ингредиенты подготовлены, разогреваем сковороду. Добавляем 1 столовую ложку растительного масла. И как сковорода нагреется, выкладываем жариться репчатый лук. Сразу хорошо перемешайте. Жарим так примерно 1 минуту. Далее выкладываем жариться ветчину. Также регулярно помешиваем. Жарим так примерно 2 минуты. Нам нужно поджарить ветчину до небольшой красивой корочки. Теперь выкладываем жариться кимчи. Для этого рецепта обычно стараются брать не свежеприготовленное кимчи, а то, которое уже успело полежать достаточное количество времени и у которого более выражен кисловатый вкус. Регулярно помешиваем, жарим так минуту и теперь добавляем чеснок, зеленый лук и перемешиваем. Теперь добавьте столовую ложку сахара и снова хорошо перемешайте. Далее кладем 1 столовую ложку красного молотого перца кочукару. Перемешиваем. Обжариваем 30 секунд. И теперь кладем отварной рис. Разбиваем его лопаткой. Хорошо перемешиваем. Теперь вливаем 2 столовые ложки соевого соуса. Регулярно помешивайте, чтобы ничего не пригорело. Ну а теперь добавляем по желанию еще столовую ложку кунжутного масла. Перемешайте. Жарим еще минуту и выключаем плиту. Готово. Но это еще не все. Обычно кимчи-покымпап подают с жареным яйцом. Думаю, все вы умеете жарить яйца. От себя лишь добавлю, что если хотите красивую яичницу, без сильно обжаренных краев, то жарьте ее на медленном огне. Ну а теперь все.
Посыпьте сверху кунжутными семечками и подавайте на стол в горячем виде с другими корейскими закусками. Приятного аппетита! Друзья, как вы видите, рецепт очень простой, вы обязаны попробовать это блюдо. Если вам понравилось это видео, то обязательно поддержите его лайком и напишите в комментариях свои впечатления. Также не забудьте глянуть и другие мои ролики. Я уверен, вы на моем канале найдете много чего для себя интересного и вкусного. Ну а с вами был Денис Ким, спасибо вам большое за просмотр, ну и всем пока.